Игорь торопился. Время поджимало. Важная встреча с инвесторами, от которой зависела судьба крупного проекта, над которым он трудился последние несколько месяцев, рисковала сорваться. После смерти супруги работа стала единственным, что имело для него значение, единственным местом, где он мог укрыться от боли и пустоты, преследовавших его. Внезапно его внимание привлек тонкий детский голос. «Дяденька, вам случайно ребенок не нужен?» Игорь резко остановился, едва не налетев на пожилого мужчину перед собой. Нахмурившись, он оглянулся. У обочины, прижавшись к стене от холодного ветра, стоял мальчик. Худенький, с большими испуганными глазами и испачканным лицом. На вид ему было лет 7, не больше. В руках он держал младенца, завернутого в старое, не по погоде легкое одеяло. Мальчик смотрел на Игоря с отчаянной надеждой. Его взгляд прорвал ту броню безразличия, которую Игорь годами тщательно возводил вокруг себя. Что-то в этом взгляде напомнило ему о том дне, но он отмахнулся от воспоминаний. «Что ты сказал?» — переспросил он, стараясь сохранить твердость в голосе. Он не любил, когда его отвлекали. «Я спрашиваю, может, вам Лена нужна?» Запинаясь, повторил мальчик. Он крепче прижал к себе младенца, словно боялся, что Игорь тут же ее отнимет. «Она кушать хочет, а у нас ничего нет», — добавил он, потупив взгляд. Игорь окинул их взглядом. Мальчик был одет в рваную куртку не по размеру и изношенные ботинки. Лицо в пятнах грязи, волосы спутаны. Девочка, Лена, как он ее назвал, тихо посапывала, но было видно, что она измучена. «А где твои родители?» — спросил Игорь, ощущая нарастающее раздражение. Он спешил, а эта ситуация сбивала его с пути. Мальчик опустил глаза. «Мама ушла», — пробормотал он едва слышно. Сказала, что скоро вернется, но ее все нет. Уже 4 дня. Игорь представил, через что прошли эти дети. 7-летний мальчишка с грудным ребенком на руках, один посреди огромного равнодушного города. «И что ты делал все это время?» — спросил Игорь, с трудом сдерживая эмоции. «Ждал», — ответил мальчик. В его голосе прозвучала такая обреченность, что Игорю стало не по себе. «Ждал, что мама вернется. Но Лена плачет. Ей кушать надо». Игорь снова взглянул на младенца. Беззащитное крошечное существо, полностью зависевшее от этого измученного мальчика. А теперь и от него. Ведь именно к нему они обратились за помощью. «Как тебя зовут?» — мягко спросил Игорь. «Тимур», — ответил мальчик. «Тимур, послушай», — начал Игорь. «Я сейчас очень спешу, но я могу купить вам что-нибудь поесть и, может быть, позвоню в полицию. Они помогут найти твою маму». «Не надо полицию», — прошептал Тимур. «Они Лену заберут в приют, а я не хочу в приют». Игорь нахмурился. Он знал, что такое приют. Сам провел там несколько лет в детстве, пока его не забрал дядя. Воспоминания были тяжелыми. «Хорошо», — сказал он. «Тогда я куплю вам еды, а потом вместе что-нибудь решим». Он отвел Тимура и Лену в ближайшую кофейню, купил им теплые булочки, бутылочку детского питания, молоко и фрукты. Тимур жадно набросился на еду, а Лена, причмокивая, выпила всю бутылочку. Игорь наблюдал за ними, ощущая странное смятение. С одной стороны, он знал, ему нужно ехать, встречи не ждут. С другой, он не мог оставить этих детей. Он не привык вмешиваться в чужие жизни. После трагедии он держался ото всех подальше. Привязанности — это риск. А он не хотел больше терять. Но, глядя на Тимура и Лену, понимал, пройти мимо невозможно. «Тимур», — сказал он, — «у меня очень важная встреча, но я не могу просто вас оставить».
Мальчик испуганно посмотрел на него. «Вы нас не бросите?» — тихо спросил он. «Нет», — ответил Игорь. «Я что-нибудь придумаю». Он достал телефон и позвонил своему ассистенту. «Отмени все встречи на сегодня и на завтра тоже». «Да, срочно». Он посмотрел на Тимура. Этот мальчишка, такой маленький, но уже взрослый, будто передавал ему какую-то незримую ответственность. «Тимур, мама не говорила, куда шла?» — спросил Игорь. «Не знаю», — пожал плечами тот, взгляд его скользнул в сторону. Игорь все же вызвал полицию. Объяснил ситуацию, назвал адрес. Ожидание казалось вечностью. Тимур все смотрел на него, будто боясь, что Игорь исчезнет. Чтобы разрядить атмосферу, Игорь включил на телефоне мультики. Тимур немного успокоился. Лена спала, прижавшись к нему. Наконец, появились двое полицейских. Формальные вопросы, сухие протоколы. «Где мать?» — спросил один из них, глядя на Тимура свысока. «Не знаю», — повторил тот. «Он действительно не знает», — вмешался Игорь. «Он сказал, что они жили на улице». Полицейские переглянулись. «Детей нужно отвезти в отдел. Там будет решаться вопрос опеки». Тимур судорожно вцепился в руку Игоря. «Пожалуйста, не отдавайте нас в приют». Игорь сжал губы. Он не мог этого допустить. «Есть ли другой способ?» — спросил он. «Временно госпиталь. Или вы можете оформить опеку. Но это непросто». Игорь взглянул на Тимура, на его испуганные глаза, на спящую Лену. «Я согласен», — твердо сказал он. В участке было шумно. Игорь позвонил Зейнеп, своей знакомой, социальному работнику. Она пообещала приехать. После долгого ожидания и десятков подписей Игорь получил бумаги на временную опеку. Тимур облегченно выдохнул и прошептал: «Спасибо». Квартира Игоря была просторная, с панорамными окнами. Тимур с интересом рассматривал все вокруг. Ему казалось, будто он попал в сказку. Игорь купил детям одежду, еду, игрушки. Тимур был поначалу скован, но постепенно раскрывался. Когда Лена заплакала, Игорь растерялся. Но Тимур уверенно взял сестру на руки и запел ей песенку. Девочка почти сразу затихла. Игорь был поражен. Постепенно он начал меняться. Читал сказки, водил детей гулять, играл с ними. Тимур из напуганного мальчика стал живым, открытым ребенком. Лена — смеющимся младенцем. Однажды Зейнеп позвонила. «Игорь, мы нашли их мать. Сейчас она в клинике на реабилитации. Наркомания, тяжелая жизнь. Вернуться к детям пока не может. Возможно, ее лишат прав». Игорь сжал кулаки. «Какие есть варианты? Вы можете оформить постоянную опеку или усыновить». Вечером он застал Тимура за рисованием. Тот нарисовал, как они втроем гуляют по набережной. «А что с нами будет?» — тихо спросил мальчик. «Не знаю», — честно ответил Игорь. «Но я сделаю все, чтобы вам было хорошо». Наутро он позвонил Зейнеп. «Я подаю на усыновление». Это было непросто. Документы, проверки, комиссии. Но он не отступал. Прошли месяцы. Игорь стал официальным отцом Тимура и Лены. У детей появилась няня, игрушки, забота. Игорь стал другим человеком. Смеялся, волновался, учился быть отцом. И однажды вечером, укладывая Тимура спать, услышал: «Спасибо, папа». Слезы хлынули по его щекам. «Спокойной ночи, сынок», — прошептал он. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.